Опа! Добрый день, друзья! Меня зовут Маша Денисенко, и вы на канале Бумажного дизайнера. Сегодня я хотела вам рассказать про свой новый постер, который я сделала буквально вчера. Мне очень давно хотелось сделать мужской постер. И я очень долгое время продумывала, что же такое мужской постер сам по себе, чем он отличается от женского, что входит в мужские постеры, кроме того, что мы можем сделать какую-нибудь очень вызывающую женщину или автомобиль, или еще наводнить какими-то штампами. Мне очень хотелось избежать каких-то ужасно лютых клише. Это должен был быть какой-то общечеловеческий образ, понятный всем, но чтобы во главе угла был мужчина. Я мужчин всегда ассоциирую с каким-то определенным, с очень интересным чувством юмора, с типом мышления совершенно отличным от моего собственного. И я за это очень люблю своего мужа. Так остро и тонко может сюморить. Я бы не могла до такого додуматься никогда, а это такая шутка просто как пули, и мне хотелось сделать что-то такое, чтобы каждый мужчина смог бы ассоциировать это с собой, и в то же время, чтобы это не выглядело как однотипный штампованный образ. В общем, я придумала. Я, как всегда, восхищаюсь искусством ретро-фотографии. И у меня родился образ мужчины на велосипеде, на маленьком детском велосипеде. Это что-то, конечно, удивительное. Да, если вы погуглите, вы встретите массу картинок, где мужчины чисто по приколу или просто в каком-то, не знаю, внутреннем порыве садятся на детский велосипед. Я рисовала постер несколько недель. Я приходила к нему, возвращалась, что-то дорисовывала, уходила, дорисовывала, опять немножко оставляла его. Получилась готовая работа. Как всегда, я все свои изделия делаю из бумаги высокой плотности, которую можно даже считать картоном. Покупаю большие листы, режу их на более маленькие, которые могут вылезать в мой плоттер. Создаю макет в иллюстраторе. Из иллюстратора перевожу в программку для плоттера, и плоттер уже нарезает мне мой макет согласно тому, как я ему даю задание. У меня, как всегда, получилась куча мусора, куча всего, это от другой работы. У меня получилась куча разных обрезков. Даже основу, тот самый лист, на который я приклеиваю детали своего постера, я его тоже вырезаю на плоттере, хотя я могла бы сделать это с помощью моего резака, но я понимаю, что гораздо точнее, чем резак, это сделает мой плоттер. У резака все равно может быть какой-то люфт, у меня может дернуться рука или еще что-то, а у плоттера она не дернется, потому что он очень-очень умный робот. И если бы у меня был плоттер большего формата, я могла бы делать картины гораздо больше. И мне бы хотелось, конечно, обладать плоттером, который помог бы мне сделать картины, например, формата 50 на 60, то есть огромные. Тогда я могла бы сделать целый город. Мне не хватает этого формата, потому что мне очень хочется делать точные лица, но я уже просто на максимуме. Я понимаю, что делать лица мельче я не могу, он просто не вырежет. Я уже собираю глазки, они буквально как бусинки. Носик, тень крылья носа или под носом, она настолько тонкая, что плоттер, когда ее режет, я получаю в лучшем случае маленький какой-то комочек скомканной бумаги, который вообще ни на что не похож, его вообще даже невозможно взять. Я 2 раза переделывала некоторые детали лица, я их перерезала, потому что он просто сделал дырку. Вот эта самая рыжая бумага, он просто сделал вместо носа мне дырку. Там ничего, крыло носа, там дырка, там ничего нету. То есть это, конечно, фантастика. Я часто, даже сделав макет с учетом всех этих нюансов, я все равно его перерезаю.
Да, если бы я печатала постеры, я могла бы, чуть не сказала зафигачить, не знаю, можно ли, нельзя, не культурно, наверное, бросаться такими словами. Вот. Если бы я могла печатать постеры, я бы их делала сразу любыми, там же можно, не знаю, на спичечном коробке этот город напечатать. Но когда мы говорим про плоттер, мы ограничены возможностями бумаги, которая сама по себе очень хрупкий материал. Вот, и вместо того, чтобы получать реальные детали, а не комочки, а на запчасти, которые плоттер может только вырезать, а я уже приклеить не могу, я уже вот остаюсь именно в тех масштабах, которые есть. Сейчас я вам еще раз поближе покажу мой постер. Вот он такой красивый, мой постер, замечательный. Вот. Ой, если кто-то из мужчин ассоциирует себя с этим постером, то, честное слово, я буду безмерно счастлива. Спасибо вам большое, что уделили мне время на этой неделе. Мне очень приятно, что я записываю видео про мою главную тему, про мои постеры, которые я безумно люблю. И на следующей неделе у нас будет новая тема. Я эту тему лоббирую не просто как бумажный дизайнер, я буду ее лоббировать как кондитер в прошлом. Я по первой своей профессии повар-кондитер, у меня есть диплом, и я работала. Буду очень рада вас видеть на следующей неделе. Там будет и рецепт тортика, и там будет и идея украшения этого тортика при помощи бумажного декора. Спасибо вам большое, что были со мной. Надеюсь, что тема для вас была сегодня приятная. Хорошего вам дня. Пока-пока.